Здравствуйте, уважаемые зрители канала. Меня зовут Александр. Тема сегодняшнего видео — таблица свойств или ShapeSheet. Недавно в русскоязычном блоге Visio и на данном канале прошла серия материалов про использование трафаретов в Microsoft Visio. Ссылки на эти материалы вы можете увидеть в описании к данному видео. Безусловно, трафареты являются одной из самых востребованных возможностей Visio. Аналогичные инструменты встречались в отдельных приложениях систем автоматизированного проектирования еще под управлением операционной системы MS-DOS. В Microsoft Visio есть возможность добавлять фигурам интерактивное поведение с помощью уникального средства, которое называется таблица свойств или ShapeSheet. В англоязычной терминологии возможность создавать элементы с интерактивным поведением делает Visio уникальным. Эти возможности появились еще в самых первых версиях Visio, где-то в первой половине 90-х годов. Спустя примерно 10 лет у отдельных приложений из категории программного обеспечения систем автоматизированного проектирования добавились возможность изменять внешний вид сложных графических элементов в зависимости от значений их некоторых атрибутов. Но в Visio интерактивные графические элементы обладают более гибкими возможностями. Интерактивное поведение можно создавать практически для любой фигуры. Использование интерактивных графических элементов позволит ускорить процесс создания и редактирования схем. В Microsoft Visio интерактивное поведение добавляется фигурам с помощью уникального средства, которое называется таблица свойств. В этом видео я просто расскажу о том, что такое таблица свойств. Расскажу о настройках, которые сделают работу с ней более удобной, а также продемонстрирую некоторые дополнительные возможности, которые можно создавать, используя это средство. Таблица свойств – одна из ключевых особенностей Visio, которая позволяет увеличить эффективность работы. Я планирую к выпуску серию материалов, посвященных таблице свойств и хитростям ее использования. Инструмент таблицы свойств доступен только при включенной вкладке «Разработчик». На нашем канале есть видео про вкладку «Разработчик», ссылка дана в описании к данному видео. Кого-то, возможно, это слово настораживает. Это видео и ряд последующих материалов по теме таблицы свойств поможет снять эту настороженность. Минимальное требование к специалисту, разработчику, создающему свои собственные интерактивные решения с использованием таблицы свойств. Это владение английским языком на уровне средней школы. К счастью, в русскоязычной версии Visio разработчики не стали русифицировать таблицу свойств. Название ячеек в таблице только на английском языке. Второе требование – это умение пользоваться формулами Microsoft Excel. Принципы и синтаксис применяемых в Microsoft Visio функций и формул очень похожи на применяемые в Excel. Итак, давайте рассмотрим, что же такое таблица свойств. Просто нарисуем прямоугольник, активируем вкладку на ленте «Разработчик» и в группе «Конструктор фигур» нажмем на кнопку «Показать таблицу свойств фигуры». У нас открылось дополнительное окно. Это и есть таблица свойств нашего прямоугольника. С помощью подобных таблиц свойств различным объектам Visio можно добавлять интерактивное поведение. Как вы можете заметить, данная таблица имеет не строго прямоугольную структуру, характерную для Excel. Эта таблица делится на блоки, называемые секциями. Различные секции имеют разное количество столбцов и строк. Каждая из секций отвечает за определенную группу параметров объекта, а пара ячеек в ней отвечают за конкретные свойства. Если провести аналогию с Excel, таблица свойств – это рабочая книга. Секции – это листы или вкладки в ней. А в качестве адреса ячейки выступает имя параметра. Заголовок секции представляет собой надпись, сделанную белым шрифтом на синем фоне. Заголовок секции информирует нас о том, к какой группе параметров относится данная секция. Полезная особенность заголовков таблицы свойств – это возможность скрывать или разворачивать секцию по двойному щелчку на этом заголовке секции. Имя параметра вы можете увидеть в ячейках с серым цветом заливки и красным цветом шрифта. Обычно такие ячейки располагаются слева. В ячейке правее хранится значение соответствующего параметра. Ячейки, содержащие значение
имеют белую заливку, цвет текста в этих ячейках синий или черный. В рассматриваемой нами таблице свойств прямоугольника самая верхняя секция Shape Transform. Она содержит информацию о габаритах и местоположении прямоугольника. Давайте откроем еще дополнительное окно «Размер и положение». Используя это окно, изменим, например, высоту прямоугольника. Мы увидим, что в соответствующем поле таблицы свойств также произошло изменение. Если же мы изменим уже в таблице свойств параметр ширина прямоугольника, то прямоугольник, естественно, изменит свой размер, и соответствующее значение изменится также в дополнительном окне «Размер и положение». Среди секций таблицы, имеющихся у графического объекта, по умолчанию большая часть соответствует группам команд, изменяющих параметр объекта, который вы можете найти на вкладках ленты. Вот несколько наглядных примеров. Параметры текста. Поведение. Защита. С помощью дополнительных секций, доступных в таблице свойств, можно добавлять к графическому элементу следующие возможности. Добавлять ячейки для ввода пользовательских данных. Добавлять ячейки для хранения данных и выполнения промежуточных вычислений. Добавлять к графическим элементам дополнительные пункты контекстного меню. Добавлять точки привязки. Добавлять управляющие точки. И изменять внешний вид и поведение объектов в зависимости от определенных параметров. В качестве значений в ячейках таблицы свойств могут применяться числа, значения с размерностью, булевые значения ложь или истина, строковые значения, ссылки на другие ячейки таблиц свойств, а также формулы с использованием функций таблицы свойств. Именно с помощью таких формул можно изменять внешний вид и поведение графических объектов, то есть создавать интерактивное поведение. Редактирование значений в ячейке таблицы свойств можно сделать тремя способами. Выделить значение в ячейке, ввести с клавиатуры новое значение и в завершении редактирования нажать кнопку Enter. Ввести значение или формулу в строке формул. Для завершения редактирования нажать клавишу Enter или значок с зеленой галочкой. На вкладке ленты «Конструктор» в группе редактирования нужно выбрать команду «Изменить формулу» и ввести вашу формулу в появившемся окне. Такой вариант самый сложный, и он более подходит для написания сложных формул, содержащих функции. Ядро Visio производит автоматическую проверку введенных формул в таблице свойств. В случае ошибки ввода выдается предупреждение, и курсор устанавливается на позицию с предполагаемой ошибкой. В Visio есть возможность отслеживания взаимозависимости ячеек таблицы свойств. На вкладке ленты «Конструктор» в группе «Трассировка формул» можно выбрать режим, позволяющий определить, от каких параметров зависит значение в данной ячейке и какие параметры, в свою очередь, зависят от значения в данной ячейке таблицы свойств. Для этого нужно выбрать пункт «Показать окно» и выбрать интересующий вас вариант. Клик по названию параметра в окне «Трассировка формул» позволяет перейти в таблицу свойств этой ссылочной ячейки. Чтобы сделать работу с таблицей свойств максимально эффективной, нужно убедиться, что в настройках Visio стоят следующие параметры. Включена возможность открывать только одно окно таблицы свойств.
Крайне неудобно, когда таблица свойств каждого объекта открывается в отдельном окне, и в какой-то момент в этих окнах можно будет запутаться. Также с каждым новым открытым окном размеры каждого из открытых окон уменьшаются. Активируем на ленте вкладку «Файл», переходим в раздел «Параметры», выбираем пункт «Дополнительное», далее пункт «Общий». Опция «Открывать таблицы свойств» в одном окне должна быть отмечена галочкой. Включена опция «Автозавершение формул». Активируем на ленте вкладку «Файл», переходим в раздел «Параметры», выбираем пункт «Параметры правки». Опция «Выполнять автозавершение формул» должна быть отмечена галочкой. Когда вы начинаете вводить формулу в ячейки, Visio автоматически предложит вам варианты названий функций, имен объектов и свойств, начинающихся с уже введенных вами символов. Среди предложенных вариантов вы можете выбрать интересующий вас вариант, щелкнув по нему мышью, перемещаясь по списку с помощью стрелок вверх и вниз. Эта опция позволит ускорить ввод формул и уменьшит количество синтаксических ошибок при вводе формул. Спасибо за внимание. До новых встреч на канале. До свидания.